Здорово, чумбы, рад вас видеть, давно вживую не виделись. Вы-то, наверное, меня недавно, потому что знаю, что все посмотрели мой видос. А вот я не видел и не общался с вами вживую уже достаточно давно. Рад всех приветствовать. Надеемся, что сегодня нам расскажут что-то действительно заманчивое, новое и очень интересное. Здорово-здорово, усаживайтесь поудобнее, делайте, как всегда, свои любимые горячие и горячительные напитки. И давайте посмотрим, что нам сегодня выкатят. Чатик заработал, я рад, ребята, я очень рад. Привет, 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 ПМ, привет, Артем, привет, Аддон, Ирина, привет, рад видеть. Чувак с интересным ником, который Геймс, привет, привет, Рамиль, привет, всем привет, Катерина, привет, Стейр, привет. Всем рад, ребят, всем рад, очень. Юджин Зукина, и тебя рад. Всем рад, ребят. Забегайте. Так, ладно, чатик работает, я очень рад, потому что я с ним очень долго мучился. Все ли нормально у нас со звуком? Я надеюсь, что да. Так, сейчас сделаем вот так, да. Мы уже на канале CDPR. Сейчас будем обновлять, я думаю, они скоро уже тоже таймер, отсчет закинут. Привет, привет, ребят. Иксарт Хвостик, Гост. Всем привет, рад вас видеть. Ну что ж, несмотря на то, что я ничего не жду, особо-то, да, но, тем не менее, я все-таки очень на таком, в приподнятом состоянии. Вы бы видели вообще меня вчера, когда я как раз пришел с Uncharted. Спойлерить не буду, ребят. Но в целом то, что пишут на Кинопоиске, вообще на оценочных ресурсах, достаточно справедливо. Так вот, пришел с Uncharted, открываю ленту и вижу, что вау! Нам заанонсили стрим наконец-то, так что все классно. Тоже рады, это очень круто. Звук огонь, замечательно. Next-gen-версия в некоторых регионах начала выходить. Слушай, я надеюсь, что это не кликбейт на самом деле для меня. Есть волнение, согласен, абсолютно. Абсолютно. Вот знаете, за что я люблю Киберпанк, наверное? Вообще, нет, не только Киберпанк. Компьютерные игры, когда вот что-то ждешь очень, вот у тебя прям вот это ощущение праздника детского в груди образуется. У меня такое ощущение было, когда я первый раз в школу прогуливал. Вот, у меня прям, знаете, когда в забу спирает, так прям вот и вот оно сейчас, особенно если все это заанонсит, я буду просто несказанно рад. Так, с вебкой все нормально, что ли, вроде? Да, меня видно, скрепочку на микрофоне видно. Все, замечательно, ребят. Так, очень стараюсь вовремя за чатом следить, но могу не успевать. Если что, не обижайтесь, пожалуйста. Алексей, привет. Привет. Я вспомнил, что я забыл. Ну ладно, я надеюсь, это не критично сегодня будет. Все будет замечательно. Ваше здоровье, друзья. Насчет Uncharted, да, блин, ребят, как я обычно говорю в наших подкастах, я не ставлю оценок, но я шел на фильм вообще без каких-либо ожиданий. И как-то, знаешь, я знаю, как общими словами описать. Проблема Тома Холланда в том, что это Саша Петров. Он всегда играет себя. И вот когда Нейтан Дрейк выглядит один в один, как Питер Паркер, вообще ощущается в целом. Сами понимаете. Запарился обновлять Steam Database. Но они постоянно закидывали, постоянно тестовые версии выходили. Ну да, про Крылова, да, похоже. Ой, слушай, эта кружка, по-моему, даже еще не в Магните была куплена. То ли в Перекрестке, то ли в Карусели. Очень давно, очень старая кружка. Ветеранская. В Магните, я знаю, сейчас такие же со скрещенными клинками. Световыми есть. Сколько времени в игре провел? Слушай, я даже не знаю. На основном сейве, на самом первом, было, по-моему, 125 часов, и тогда еще не шли концовки в зачет. На сейве под мастера клинка, когда я билд обкатывал, там, по-моему, 24 часа, плюс потом поверх еще футажи и так далее, то есть это не сохранялось. Обкатка второго билда была что-то в районе, наверное, 15 часов.
Второй мой сейв на стриткиде, на плойке, вот недавно заходил, смотрел, 36, по-моему, часов. То ли 36, то ли 37. Сейчас на Гоге, не на Гоге, на этом, на Epic Games 20 с чем-то часов тоже. Короче, ну, плюс футажи, все. Я думаю, часов 400-то есть, на самом деле. Будешь ли ты переводить стрим? В общих чертах, да, конечно. То есть, дословно нет, но передавать то, что они обсуждают, в целом, я попытаюсь. Моих скиллов не хватит в английском для того, чтобы синхронно давать перевод. Стрим был предыдущий, чтобы кота за хвост натянули. Нет, оно будет точно. Так, а у меня, что ли... Как картинка? Она не у меня встала. Я думал, она встала на браузере, а нет. Давайте посмотрим, может быть, уже Реда что-то выкатили. Может, уже есть ожидалка какая-нибудь? Нет, пока никакой ожидалки, к сожалению, не вижу. Ну, хорошо, продолжаем сидеть, общаться. Ребят, смело задавайте вопросы. В голову и то 2-3 выстрела нужно. Есть нюанс такой очень конкретный. Его, кстати, недавно Алексей Макаренков разбирал. Он очень крутой чувак, рекомендую посмотреть. Начало стрима у них ровно 18:00 по Москве. Reddit обычно за полчаса просто начинают таймер, но почему-то я до сих пор не вижу его. Может быть, я не там смотрю? Потому что в прошлый раз я вроде с этого канала смотрел. Вот, ну, сейчас поищем, посмотрим. Может быть, действительно не тот этот... Я не туда зашел, это не похоже на них. Хотя, с другой стороны, вроде так должно быть. Не, подожди, по поводу хедшот есть хедшот, это неправильное суждение, потому что это не РПГ. Типа, клинок тоже должен разрубать в один удар, однако... Нет. А если учитывать заброневое действие молота, а броники такие себе в целом в Киберпанке, ну такое. Бестия ворвалась в офис. Так, ладно, сейчас я ищу, ребятки. Сейчас чекну официальное сообщество на наличие ссылки. Нет, все правильно. CG Project Red. Этот канал на Твиче, по крайней мере, показан. Сейчас я перейду с телефона. На всякий случай проверим. Нет, пусто. Все пусто. Так, я возвращаю чатик себе. Ох ты, тут уже налистали. Сейчас, ребятки. Одну минуточку. Управление авто невозможно. Это тоже очень... Мы, по-моему, это уже обсуждали, нет? Это очень субъективный момент, потому что я знаю, почему оно так чувствуется, как оно чувствуется, и почему это не так, как мы привыкли. Поэтому, блин, если все шотались, баланса не было, согласен. Егор, привет, здорово, чумба. Блин, я у тебя в Инстаграме частенько зависаю, у меня прям в приоритетах, и как же охрененно ты поешь, я тебе скажу. Если у нас все-таки продолжение будет связано с Ви, то я бы хотел услышать какой-нибудь трек самурая в исполнении русскоговорящего Ви. Что-то новое или RTX по домам? Кто знает. Так, давайте обновим страничку еще раз. Тишина пока, тишина. Ничего. Даже в отчет сейчас не можем выйти. Да это не шутер.
Мало. Дело в том, что это не шутер. Я согласен, есть очень странные моменты здесь, но CDPR сделали Cyberpunk не шутером, они сделали его RPG с видом от первого лица в стилистике шутера. Это не одно и то же. А Doom тоже шутер, однако никто там не шотается в голову с одного выстрела, хотя Doom Eternal это шедевр. Абсолютно. По поводу управления в авто, ребят, смотрите, давайте вдруг... Я серьезно не помню, по-моему, я где-то затрагивал эту тему, но давайте по новой прокатимся по ней. Здесь суть заключается в том, что представьте, что тачки в 1977 году, они практически не состоят из металла, там, дай бог, движок. И то, вспомним, что они ездят не на как бы бензине, они ездят на чухе. И за счет этого, возможно, и движки теперь не металлические. Ввиду чего это просто гора пластмасски. У нее веса может быть килограмм 200 вместо полуторатонника. Сами понимаете. Поэтому их так крутят и так далее. Не то чтобы я защищаю, но я для себя вот такой вывод сделал. Потому что мотоциклы, которые хромированные, тяжелые, вот тот же байк Джеки, да, тот же Кусанаги, он чувствуется офигенно. Я прокатал все практически на арчах, все свои прохождения. Это офигенно. Колмити. Что такое? Что ты хотел? В Думе не люди. Так и в Киберпанке практически тоже. На старте хуже управлялось, но не сильно. Не сильно, примерно одинаково. На лимузине Декса... Не знаю, как по мне, самая нормально управляемая тачка это Клибурн. Разве нет? Она достаточно мягкая, достаточно маневренная. Слушайте, по-моему, пошло, да? В эфире, да, ребятки, есть, все, пошло. Пошла жара. Cyberpunk 2077, игра прописана. Не знаю, вам видно, нет? Нет, вам не видно, наверное, сейчас. Я вот это закрою. Закрыть, все, сейчас я посмотрю, как отображается. Слушайте, ну замечательно отображается картиночка. Она чуть-чуть у меня обрезана, чтобы она влезала в рамочку. Вот, но в целом вроде бы все хорошо видно. Может, кому-нибудь чуть-чуть фейса обрежет из ораторов. Но надеюсь, все будет классно. Все-таки, тем не менее. Type 66, смотря какая. Тут тоже... С мотоциклом легче, да? Назарай Цумада, о, да. Норм качать персонажа, стрельба норм, как миссия за Джонни, когда бегаешь, выносишь все. Ну фиг знает, блин, я ходил с надзором, у меня первый был соло-снайпер, у меня вообще проблем со стрельбой не возникало. Машина не стоит оценить одну из важных механик. Понимаете, суть в чем? Самое главное, что стоит оценить в Киберпанке, это атмосферу. Остальное все это эксперименты на Red Engine, на новом, очень достаточно сильном движке, я считаю. Но тем не менее. Револьвер со стелсом все шотается, 30к, хотя 25 уровень. Я не буду хвалиться цифрами, но серьезно. Но цифры, которые выдает снайпер через стелс, это очень много. Колено Гремучник, вот для кочевников людям нравится. Кириллу конкретно. Рукопашный инженер. Город пустой абсолютно, я не согласен. Вообще не согласен. Город пустым становится только, наверное, после полной зачистки всего. Я когда на платину все зачищал, да, вот тогда сделал город пустым. Но, ребят, вы учтите, что игру-то очень много людей не прошло до конца, не завершили. Поэтому, ну, такое. На ПК город пустой. Любопытно. Хотя на ПК, мне кажется, он более насыщенный, чем не на ПК. У меня тут слезли эти постилочки, я сижу, смотрю, у меня там маячат полотенчики. Инженер гейминг.
Станислав Ван Лав, зачем эти билды всякие? Но это как раз милишник, мили-инженер. Atomic Heart, не знаю на самом деле. Atomic Heart, опять же, в свою очередь, заслуживает немалого внимания, потому что это же обалденный, клюквенный, отечественный проект. Я бы, наверное, больше его со Сталкером сравнивал, чем с Киберпанком. Вот, потому что, ну, это не совсем то, что... Это разные категории, в это очень сложно вписаться по сравнению. Помню, возмущались по поводу контента в Steam 12% пролог прошли. Да, понимаешь, громче всего слышно тех, кто ничего не проходил. Просто на хайпе люди кричат. Блин, у нас таких комментаторов море, поэтому я не вижу смысла. Атомик невозможно сравнивать с КП. Да, согласен, Егор, вот в этом плане. Ну, собственно, чуть ранее сказал. Тройки толпы же есть, или это не то? Братва, есть две версии игры на ПК и на Xbox Series. Город Призрак. На ПК даже с низкой толпой людей больше. Мне тоже кажется, что на ПК больше людей. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Нет, по поводу билдов классно. Я надеюсь, у меня есть уже почти что готов второй билд из 4, но я не стал его выкатывать сейчас, потому что вот уже начало нагнетать насчет нового патча. Сейчас поменяют баланс, и то есть я выложу на канал ролик, который пролежит 2 недели, а потом скажет: пацаны, тут как бы это не работает, мы баланс переделали. Это же нельзя исключать этот момент. Копы — это единственный огромный минус. Блин, я даже не знаю. Мне вот ни горячо, ни холодно от них. Может быть, тем, кто любит в GTA там играть, да, кайфово. Вот в РДР, например, во втором, меня вот они затрахали. Ты такой убиваешь, это вот механика. Она обалденная механика, вообще, спору нет. Но мне, как любителю, просто побегать, покуролесить в городе, это вообще бесит. А если усовершенствует погони, то есть вот этот вот момент, когда стоит перестрелка, а ты такой влетаешь весь крутой с дробовиком, весь такой широкий, и у тебя дробинка задевает копа. И у тебя ничего не остается, кроме как отстреляться, а потом уже надо валить, сесть, куда-то валить. И сейчас я могу просто сесть и заехать в другой район, но они меня не догнали. Я взял, свернул там через пару подворотен, выехал туда, продолжил квест. А если еще мотаться от копов по полгорода, блин, это будет прикольно, но в какой-то момент это может стать назойливым. Будьте уверены. Так, сейчас я читаю дальше. Так. Ага, то есть ты что-то знаешь. Вот видишь, можно сказать, что у нас на канале есть инсайдер. Слушай, ну здорово, здорово. Я знаю, что тебе нельзя, поэтому я даже не буду просить. Все сюжетные задания, все побочки, кроме 2 заданий, кровь и кость, задания. Полным прохождением считается платиной, на мой взгляд. Это полное прохождение. По стелсу даже сделал перс с закосом под Blue Moon из Откресс. А чё, подожди, ну смешера же тоже можно отрубать за счет этого. За счет стелса. У меня есть тейкдауны на канале в шортсах. При полной зачистке все перки прокачать. Мне кажется, нет. Молчанок. Хотя сейчас скажут, тут вот вам новую игру плюс, качайте, тогда будет да. Нет, Артем Геращенко, я не имею в виду исполнение игры, да, про Рокстары. Рокстары делают сколько уже? 20 лет, даже больше. Наверное, лет 25 Рокстары занимаются конкретно вот этими вот GTA-шными песочницами. Вот, я не сравниваю там качество, проработку и так далее. Я имею в виду сам процесс вот этой поимки и убегания от копов, от законников в РДР. Меня, ну, со временем начал напрягать. Так, я, конечно, знаю. Ну, у нас есть все-таки типа слив, что не подтвердившийся, что там продолжение может быть и не зови, поэтому кто знает.
Нельзя юзать скамейки и стулья. В смысле в бой? И в бою ты имеешь в виду? Или просто взаимодействовать с ними? Опа-опа, ребята начинают прочухивать. Согласен по поводу голоса и озвучки. Я говорю, я ничей Инстаграм так часто не чекаю, как Инстаграм Егора. Нет, про теории сейчас рассказывать не буду, ребят. Там на Reddit такое творится, поэтому я решил разрушители мифов создать. Я имею в виду рубрику. Поэтому давайте это... Я не буду это озвучивать, не нужно. Нам пока это не нужно, серьезно. А, когда гуляешь, я понял. Егор тут, а где же Юлия? Да, интересный вопрос, кстати. Было бы приятно тоже поздороваться. Русская озвучка лучше, да? Я поиграл уже и на английской, на оригинальной. Так уж получилось, что за... Сколько мы там, 400 почти часов насчитали? За это время возможность была. Вот. Дай инсту Егора. На слим возможно, да. Я знаю даже людей, кто проходил на слиме. После 1.31 возможно. После 1.3 даже. Это не баг, правильный киндер. Это со временем, наоборот, был баг, что нельзя было этого сделать. Сейчас это можно сделать. Входу тапки, ваше здоровье, друзья. Егор, под Гевином вообще по-другому персонаж воспринимается. Абсолютно. Ну да, по поводу EA, конечно, и батлы, ситуация такая... У меня была мысль такой... А почему бы мне не купить батлу? Мне ведь нравится. Типа, я люблю серию, на самом деле, не за Battlefield, а за Battlefront. Вот. Который тоже уже скатился в говно. И я такой, может быть, стоит тоже купить? И потом такой, ну нет, что-то как-то это, я там на свитчовские игры потратился и так далее. Может, потом как-нибудь на распродаже возьму, сука. Такое облегчение, что не взял. Вот, ребятки, Егор, дали инсту Егора. Это подтвержденная информация. Граф Альмавива, это Егор Васильев. Русский мужской голос Ви в Киберпанке. Да, про Пусан это не тоже очень неточная информация. Не работает без бага, потому что нужно обновить игру. Ну или перекачать известные зеленые штучки. Хотя, я не знаю, не купить Киберпанк за 300 рублей было... Ну, типа, я не знаю, почему бы не купить его за 300 рублей. То есть те, кто там переживает по разным причинам, не знаю, я купил его дважды. Это full прайс предзаказ со стилбуком за 4,5 на плойку все-таки. Вот, я этим горжусь, мне очень нравится мой стилбук с тайгер-клозами. Вот. Да, кстати, у Егора это активный канал, ребята. И переходите, смело подписывайтесь. У него есть записи очень интересные, во-первых, с озвучанием, как он этим занимался. Вот. И, во-вторых, как он проходил Киберпанк. Очень здорово. Также подписывайтесь на его инстаграм. Там очень интересные театральные зарисовки, где Егор охренительно поет. Я за мальчика не играл, ну вот, есть... Спалили инсту. Куда пропала рука Сильверхенда? Ее рубанули, она только на старых сейвах. У меня на новых сейвах ее тоже нету. Я, говорит, вообще на трансляцию зашел посмотреть просто. 2 минутки, друзья, 2 минутки.
У меня чат, кстати, на трансляции вот не справляется с наплывом. Я вообще очень рад был, что он заработал. Думал, что выкинул, но нет, нет. Это может быть не так. Вот, Егор зашел посмотреть, теперь еще и заставит поработать, возможно. Кстати, блин, Егор, я обалдел, когда узнал, что перерожденного трэша озвучиваешь ты. Это очень любопытно было. Рука теперь не появляется, нет. Либо как-то поменялись ее свойства. Надо будет глянуть. Возможно, был изменен процент отношения с Джонни для того, чтобы она появилась. Потому что она, по-моему, не после квеста, она вроде раньше после 60% появлялась. Но у меня на новых прохождениях, на тех, которые после 1.3 были, что-то я... Может, я внимания не обращал вообще-то. На старом прохождении она у меня активирована, она работает до сих пор. Киану в английской озвучке вообще не понравился. Но, блин, у Киану свой специфичный голос. И говор тоже. То есть здесь уже... Если ты знаешь, как он звучит, то да. Если ты первый раз включил английскую озвучку и послушал Киану Ривза впервые в жизни, то с открытием. Возможно, с негативным. Но, кстати, мне очень понравилась озвучка Ильи Бледного. Прям вот, во. Отличный Сильверхенд получился. Особенно обновляй Twitch. Понял, понял. 19:00. Поехали. Да, все, понеслось. Погнали, ребят, смотрим, 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 смотрим. Футаж на PlayStation 5. Ёлы-палы, ребята. Reserved for the boss and co. Think you could use a little more company? Don't try to play me. Either I see Eddie's or your ass is walking. Just chill, alright? Here. Это новый контент, ребята. Почему так тихо? Давайте прибавлю, ребят, окей. Не вопрос. Скажите мне, как это будет? Ё-моё. Да-да-да, не вопрос. Прибавляем. Sweet Jesus. You hear that? Do you hear what they're playing? Each to their own, Johnny. That's what peeps with bad taste always say. Don't know what he did to deserve what's coming, but his music taste is reason enough to drop it. Вы видите это? Это PlayStation 5. То есть графа скакнула очень сильно. All good. Но сейчас Series S. И на Series S она скакнула. Вот, я уже увидел то, что сместили. Music in here's god awful. Да-да-да, это Xbox уже. Beat keeps me awake. На S-ке. Но я вижу лесенки на самом деле на экране. Oh, you're out of luck. Но тем не менее это лучше смотрится, чем версия на PlayStation 4. Однозначно. Sure, he's upstairs in the VIP room. Just don't expect a friendly welcome. О, да.
going. VIP areas for VIPs. No, the boss, we're tight. Там по-любому должен кто-то сидеть. Босс VIP это что-то, наверное, будет взрывающее. Boss said to let nobody in. Want some alone time. So cut the act. Лестники это палёный кироши. Это гличи когда были, палёный кироши. Смотрим. То, что это старый квест Дина, да. Это тот, как... Ну, вначале же мы запустились, как раз там Дина говорил, но я так понимаю, что здесь будет новый контент. Или же нет? Who the fuck are you? How'd you get in here? Quiet down, or I'll have to cut our convo short. Oh, I get it. Got a bounty on my head, have I? Who hired you? Это серия X, кстати, ребят. Уже свичнулся. Я, блин, пока читаю чат, уже свичится все. Sit down, Jack. I'm extending a fucking courtesy here. Все, да, сайт-миссия. Я уже понял. Сорян. Это был мой факап. Кайф. Проходил эту часть, этот квест очень давно. Say you win. Say you Смотрим put me out of именно commission. на картинку. You think your problems will just vanish into thin air? You crawled under a lot of people's skin. Said so yourself. Militech, Asakaga, Dino. They won't stop till your head falls at their feet. So what? Я пытаюсь рассмотреть картиночки. No. All you have to do is leave Night City. I'll tell him you took lead between the eyes and none will be the wiser. You can start over. Да ну, A brand new в спокойной Start походке, what? вне экшен-миссии, тут нечего сказать. Staff, my girls? And everyone who wants you dead. Я вижу, он как прикольно у него тень по воротнику ложится. You're living on borrowed time. Но это, мне кажется, не рейтрейсинг. Motherfucking bleeding cunt asshole. Was that a yes or a no? Just piss off and tell him the job's done. Ну, поначалу на PS5 стартовый футаж, который был, да, выглядел, конечно, ну, типа, супер секси. Я сначала подумал, у меня еще этот слетел. Настройка картинки. Он источник, давайте сейчас, секунду. Я на всякий случай переключил. Но он и так был сурсовый. Мне кажется, или просадки? Ну ладно, волосы как были не очень, так они не очень. А то все еще Series X. Да-да-да. Но, блин, мне показалось, что это просадки все-таки, ребятки. Блин. Не знаю. Ну, это мы и так умеем. Ребят, кто за Нетраннера проходил, ничего нового не кастовалось. Я просто Нетраннер до сих пор держу до нашего повторного прохождения с вами на стримах в Next Gen версии. Я вообще не шарю, что там как по Нетраннеру.
меня такое ощущение, картинка сыпется, но я думаю, что это Twitch накалит на самом деле. Я прям уверен. Все старое на Нетранерах. Ага. Ну, просто очень многие, да, играли за Нетранера. Я-то не играл. Вот, поэтому... У меня прям, ну, вам видно, наверное, да? Хотя и на маленьком экранчике, может быть, и не видно. Такое ощущение, что картинку прям так знатно шакалит. Потому что изображение подсыпает. Да Twitch что только не может. Это... Паскудная платформа, я считаю. Так, ну все, мы в городе. Не, ну это 60, но с просадками, по-моему. Асфальт выглядит, да, очень мокрым. Давайте смотрю, что у нас тут в городе. Но не посмотрим, ребят, что в городе. Я так понимаю, нам пора встречать ведущих. Да. Да, привет, привет, ребята. С нами сегодня... was the first look at gameplay from next-gen consoles of Cyberpunk 2077, and if you would like to see some more, you can head to our YouTube channel soon to watch the whole gameplay from the next-gen consoles. We will be talking to you today about patch 1.5 YouTube-канале больше геймплея, записанного на next-gen версии. But before we get into it, let's maybe introduce ourselves. So my name is Alicia, I'm a community Опа, и у меня встала картинка. Серьезно? With me is Amalia, who's a senior community manager, and she's gonna be playing the game for us today. Hello. О, Амелия Колот с нами сегодня поиграет. Ну, для нас сегодня поиграет. Hello, my friends. And Pavel Sasko, the quest director. Yes, so, ну, Пашу мы уже знаем. Паша с нами не один час уже провел в Твиче. Happy and excited to show you guys. Патч точно будет на всех платформах, да, я тоже уверен. Yes, and we have a lot просто, как бы, ну, next gen версия это next gen версия. Это уже... Это вы не понимаете, это другое. That is coming to all of the platforms that Cyberpunk is available at. Exactly. And it also brings the next gen update for PS5 and Xbox Series S and X, well as a few free DLCs. On top of that. Just a few. Yes, and we will basically DLC-шечки, ребятки. Yes, so majority of the fixes and upgrades and features that you will see in this stream are coming to all of the available platforms, but the next gen upgrade obviously concerns the next gen platforms. Anyway, maybe we should just jump in and show you the changes that we prepared. Давай, мы, короче, врываемся и смотрим на изменения. As you guys see, like we heard online a lot of feedback regarding the perks, right? And они получили очень много фидбэка по перкам. So one of the works that we've been doing to actually completely redo it, rethink it, and look back and think exactly like how we can actually do it better. And there's a ton of stuff that changed. Yeah, exactly. Basically, we completely reworked our perk trees. Они переделали деревья умений. What you should notice here is that all of perks spawned are unassigned, and player, if you continue your playthrough on this patch, you are able to redistribute them once more. Because our changes were so vast that we have to get all perks back to the player. Okay, so when I load my save game, basically I need to go back and redistribute. Okay. Yeah, exactly. And basic idea behind our changes in trees, in perks, was to rebalance the game, the combat in game, to make it more fair. Как знал, ребятки. And as well as get rid of some not that useful perks we got. For example, this infamous perk about preventing detection underwater. So that was my favorite one. I was always using it. Убрали, ребята. Незаметность под водой. Unfortunately, you were the only one. I was the only one that was using it. Okay. As always. Yeah. Maybe you'll find a new favorite. Yeah, so we scrap them and add some new that we find more interesting. Дерево явно прокачано хаками, ребята. So I expect like that I can now basically make my like dildo build really effective, right? That's basically what you're going to tell me, Philip. Yes. We make sure that your dildo build will be effective as never before. Okay. So what other specific examples can we show our viewers now? For example, in cool perk trees, we've got
ninjutsu instead of stealth. Okay. And here is the perk Dagger Dealer. And it reintroduce our throwing knife combat loop. But we will elaborate on this later. Они прислушались, они сделали это. This in this tree we've got this perk about being detected underwater, blah blah blah. But now you have looking sharp perk that enhances throwing knives, basically. Looking sharp. Okay. Yep. Well, we will check it out. And here we have Cold Blood perk tree, as you can see. And this is a perk Bloodswell. Previously, it gains only immunities for the player, like immunity for burning, poison, etc. And now we gave you a new ability to survive final blow. So if you think about it, you can build around that. Когда ты помираешь, будет поглощать, как я понял, стаки, и на процент от стака тебя выхиливать. To play fast, not to use covers. So it's opportunity to you to play like that. Oh, I see. So basically, like, now I can, as a player, I can really, like, try completely different playstyle, so to say, right? Like, just play in a different way, basically, with this change. Ребята, я вижу, да, что вы поясняете. Синхронного перевода не будет, будет только общий передел, но полностью дерево умений. And I encourage you to check them, try them. Ну, не полностью, достаточно внушительно. Были заменены ненужные перки, такие как ныряние в стелсе под водой и... And redistribute all your perks, because otherwise you can just get one shot by a random NPC. Okay, you were mentioning the throwing knives, and I think it's the time to check it out in action. Так, ну давай, показывай. Сейчас мы должны посмотреть, как работают броски ножей, ребят. Make sure that you will no longer lose your knife once thrown. And okay, so how does it work exactly? Like it works like a boomerang, let's say. Работает как бумеранг. Once you throw a knife, it get back to you. And okay, so it's like a classic Cyberpunk. I get it. Okay, so this little circle in the middle shows us exactly. Подобрал, to come back. взял в руку. It's a cooldown for coming back. And it's different вот этот кружочек это перезарядка, когда ты можешь его забрать. То есть ты кинул, забрал, покрутил. Да, то есть легендарные ножи можно будет возвращать. Ну слушайте, да, класс. And this UI element basically that is appearing now at the center, они прислушались, right, after throwing the knife. Yeah, it shows you. Это очень крутая тема. Yeah, it's a timer basically, right? It's a timer, yeah. But you can approach the knife you throw and get it back. So вы поняли, да, вот этот кружочек? To play fast. I see. So I don't have to like wait это вы заставит вас играть более быстро и агрессивно. Чтобы ты не мог там закидывать откуда-то, чтобы ты реально вот выходил, кидал, забирал. You can do it without harm, basically. Okay, I think Amelia found some more dudes. Оп, вот таймер пошел. Yeah, but actually we were speaking он не смог подобрать его. The knife throwing, but there are also a lot Я так понимаю, он теперь не сможет его подобрать. AI of NPCs in general. So would you guys like to elaborate on that? Yeah. There's a lot of changes that makes AI in combat more effective, let's say. Так, а сейчас он показывает то, что они поправили немножечко искусственный интеллект болванчиков, и они будут более эффективно себя вести. Они не будут такими тупыми. So it's hard to show examples here on our stream. Очень сложно показать. If you try the game, you will feel that. Но если вы запустите игру и попробуете, то вы почувствуете разницу. I really want to like in this point like just give a lot of credit to our gameplay team because they did a ton of small changes here to basically make the NPCs be more clever, be more effective during combat, and we really like encourage you to just give it a shot, try it out, you know, see what actually now NPCs Они can сделали do большое количество очень мелких улучшений, точечных, которые в целом улучшат поведение NPC. Они теперь будут более трезво оценивать ситуацию, что нужно сделать, выстрелить там или спрятаться и выждать момент или окружить. I wanna take this one. The yellow one. I wanna take this one. Yellow? Yellow, они выбирают. Блин, ну и тот и другой можно купить. We like yellow. Есть смысл брать которые нельзя купить. Here is a first change. We've got neon rims now. Он сказал, что очень сложно это показать, но вы это ощутите.
It's a basically a small add-on, so to say. But how do you actually cycle through that, Amelia? How did you? Подожди, это подсветка на колесах теперь, что ли? So I pretty much pressed left stick on the controller, but if you play on your keyboard, you pretty much just press E and they will be on. Beautiful. Yeah. So Okay, cool. in cars, E is for toggling lights. Да, прикольно. And on bikes, you turn your neon rims on. Yeah, and it's a we can do something more. I see you've already. Смотри, что могет, I а? haven't seen that before. it's time to talk a little bit about driving model because Так. in 1.5 Они поменяли patch, вождение. there is a lot of changes about driving model in our game. Yeah, we can see what Amelia can do now. Yeah, so here you can see a reworked burnout model, but you can do it more easily and you have a little fun with burning out. It Right, works. and I can do it on the cars and Что такое motorcycles, burnout? right? Это вот резину Every попалить, changes, что ли, я так понимаю? are Типа, about когда bikes ты and, зажимаешь и cars вперед и as назад, well. и у So- тебя начинает колеса крутиться и You палить mentioned резину? cars, and I have to check it out. Yeah, Были and the- моды с подсветкой the были. driving model Да, но это, generally очевидно, is не мод. more predictable. The vehicles feel a little bit heavier. We make braking О, better. Avenger. We simulate люблю Avenger. ABS, for example. Also, there is opportunity to perform drifts when you take the corners. And Exactly, what- and I feel like the suspension also feels better in the cars. Ага, значит, я Yeah, правильно yeah. понял. После 1.5. burnout с зажиганием. Exactly, and Окей. suspension was added to the traffic cars as well, so you can observe that they moving on the suspension. Okay, that's cool. What I like the most is that each model of car feels and bike feels a little bit different. Каждая модель автомобиля теперь ощущается encouraged me to немножко try по-другому. different models and find the ones I like the most. Yeah, someone didn't like my car and just crashed it. This is definitely something for the community to try out for themselves and check out like which car would be their favorite, which would feel the best. But there is one thing I noticed that Amelia actually called a lot of vehicles and they landed in different places, so they don't crash at one. А, at вот, one place смотрите, она right now типа anymore. объяснила, что Yeah, I mean, вызвали so кучу we know автомобилей, that it was a bug, и right? они Like, в разных we know местах that it was a bug поспавнились, они that просто вот needs так вот addressing, and набились. of course, we took care of it, so finally it works properly right now. Yeah. Ну, but I'm это also seeing улучшение more уровня changes жизни, согласен, actually right да. now when Amelia's driving. Yeah, one of In first the person. major improvement is that is visibility in first-person perspective. Очень when большое driving a car. улучшение — это видимость из кабины tweak them, автомобиля, and now we из can see салона the road автомобиля. of each model. Потому So что, you да, can было реально enjoy супер неудобно. first-person view when driving and enjoy these beautiful dashboards that I Exactly. really Да, like. я очень редко, кстати. Yeah, I remember. I think the Villafort was like particularly bad before. Yeah. That like I couldn't see shit from the car. I also was like so low that I felt like my ass is like. На Рагнаре brushing было the нормально asphalt, ездить, там сверху literally. прям. So, Видно все. so I'm glad that actually like I can now enjoy it in first person, because before it was kind of challenging to drive in the first person. And Yeah, it was a pity because this car was a reward from one of the mission, and now you can feel it in 100%. And yeah, and we can Типа do the теперь burnout as we ты can see. чувствуешь автомобиль. Do the Интересно, donut as интересно. well in the cars, right? Oh, I definitely need to try it once the Yeah. patch is live, because this Мне looks карту fucking починили, amazing. но она I ведет wouldn't be себя able to do интереснее. it Сейчас in real газанет life, but маленький, here да, и будет видно. Maybe I it's see. You should Посмотри, try, you да. should try. Там it's тачка safer крутится, this way to прикольно. not do it in Там real что-то life. проскакивают, какие-то огоньки еще. Maybe one day. Зеленые, правда. I I mean, will show you. I will show Я you просто later. никогда не катался I вот talk to the на... dudes by my на этом window, виде because автомобиля. people do exactly that. Как я уже in говорил, я Warsaw, предпочитаю so- все-таки Hey, мотоциклы. that unfortunately happens. But we have also done more changes, when it comes to the crowds and traffic in general, right? О, да, Yeah. да, это было в сливе. We make the city Короче, more то, что living, чуваки на let's say улице that. могут For example, убегать we начать, а могут начать тебе introduced, наваливать. crowds. И вот они сейчас Crowds показывают that- это. Crowds that can react to your action, your aggressive action. And you can Вот see это that классно. one of the crowd starts shooting at you. because А, you смотри, don't, телохранители просто, да, охрана да, фейс-контроль да. начали They забивать базу. actually aggroed пушкой. some of the normal, Counselors. of the Counselors counselors of the ладно. club. Yeah. So Thank you, guys.
Yeah, it's a pretty cool thing. Like, just it brings up a bit more reactivity and life to the city. The fact that like some of the crowds, some of the people are actually armed, and they may decide to actually attack you at the moment when you like threaten them in some ways. Так, ну пальнул Here он. you can see that animation of running is more smooth, let's say. Ну да, они более... Running crowds no longer on stream when you turn camera ребятки, away. спасибо за донатик. Like they don't disappear, they don't despawn basically when you like make a 360 basically. This is what you're saying. It was amazing. Yeah. We could actually see them running the other way from you once we went further than Спасибо большое. Yeah. Nice. Yeah. And also DLC будет, да, уже сказали. In crowds, but also in traffic. So, Входу привет, ребят. Oh. Ну, Okay, сейчас so я не let's вижу look at смысла the- сильно what happens переводить. in traffic then. Они we call демонстрируют. it panic driving, and basically we do the same as with crowds. So drivers can react to В любом players' случае, я actions. сделаю выжимку со всего drive стрима away, с изменениями from the и player, залью ее на канал, ребят. if you are Поэтому aggressive towards them. не забывайте подписываться, Yeah, и вы that's узнаете an example очень of just, скоро like, simply обо всем gang в очень attacking короткие us and сроки. following us. Yeah. В очень коротких хронометражах, я имею Okay, в виду. I need more cars, guys. I need more cars. I Yeah, need exactly. to... Мне, Like, нужно больше so I тачек. think we can showcase something else, right? Like Yeah. our cycle. Oh, you can't skip time I because you're in can't skip combat. time. Yeah. Yeah, you need to get away. Let's go. No. Оп, вот этот чел драться хочет. Ну, уже не хочет. Киберпанк. You're aggro. But basically, what we have introduced is like the fact that right now. Она с when ножом you просто на cycle пушку through полезла. the, Не, они все такие же the тупые. time, which I think Amelia actually can do right now. Просто... Is that the crowds will actually. Твою change. Here we have мать! one of our quality of life improvements. Это же с Ведьмака слизано. We redesigned the UI of the skip time mechanic, Yeah. so you can now more clearly see which time you will be skipping to. And you Да, don't да, have to я do так the понял, math, что сейчас будет. which hour will Сейчас be покажет, when you она сказала, skip, больше, six, нужно чуть больше hours forward. тачек. Yeah, so I see И that я we так понимаю, skip что она time сейчас to, все это like, покажет. the middle of the day, Это про and погони. now the streets are actually more full than they were Yeah. during the night. Yeah. Crowds and traffic is Oh wow, reloaded. this bye just drove over that guy. Poor fella. Yeah, I hope think he's this is- okay. I think this is Philip, what you have called just before a panic driving, correct? Yeah, exactly. Yeah, you can see this guy exactly like because we have started Но shooting. паник драйвинг he это decided, фани. fuck this shit. Оп, просто moving чувака там right переехали на пешеходке. Yeah. I mean, they tried, but I can see that they even crashed a little bit. Yeah. So Yeah, the drivers can crash into obstacles and, for example, lose consciousness in front of the wheel. So Yeah. The it's cars can crash into themselves. The crash can actually, I think, like drive over pedestrians as well. That also happens. Слушайте, ну Yeah, не зря, exactly. не зря, Oh, yeah, here you have an получается, example Паша of, like, стримы-то that, проводил, он driver с блокнотиком decided сидел и записывал. Get the hell out of here. of here. Yeah. Yeah, So, Amelia. Amelia, I think this guy is... Oh yeah, he probably lost consciousness. Я думаю, Yeah. к концу Okay, Amelia, стрима do you think maybe всем хейтерам we've had enough можно of, будет like, массово показать mayhem хорошую in такую the жирную middle of the фачелу, city? да? Did we? Okay, I think it's... Whoa! Oh, that's one of the examples actually when like during the panic driving they can actually drive on the pavement and drive on the pavement when and of course you know they can Паша drive to гордится, the, что вот, you know, вот так вот, lampposts and это all вот that классный stuff пример when был they того, try to get away что from такое паническая it. езда. You can also like I think what Philip mentioned that you can also like follow them and basically see you know Нет, what, на волос what ничего не those сделали, drivers Паш. do. Okay, so but I see Amelia has opened the map to like find her way home. And Смотрите, we actually have a couple of другие changes in значки. the map, like some new colors were added. Другие восклицательные Yeah, so знаки there's по-другому все actually сделали. Вообще, в lots of, принципе, да, цвета поменялись. smaller quality improvements here that contribute to this picture. So first of all, of course, you know the map in general was refreshed. The icons were Мы обновили replaced. карту. Now you actually very clearly see the side content from the main content. Теперь вы можете очень Yeah, so ясно the side отделять content is now this сайт-контент от основного greenish hue, контента. and the content. main quest, main gigs are still the yellow ones, so you can clearly see which ones are which. Основные квесты все еще, Exactly. главные Basically, квесты the green color is желтыми from the отличаются fixers. цветами. Yes, Yes, some gigs. exactly. Exactly, and you can see here, like basically undiscovered gigs are just gigs. This is basically boosting a bit of a sense of a discovery for you as a player. Okay, what it is. Before you could basically kind of tell, you know, what it is. Now, before you actually discover it, you don't know. But there is actually more.
теперь ты типа не знаешь. О, прикольно, теперь... Ух ты, какая классная иконочка на Дик. На Дина. На Дика. Оговорочка по Фрейду. And besides that, we don't also get all of the gigs at once from the fixer. So we need to earn some standing by completing some gigs for them before they can give us more of those. Exactly. Теперь показывает, типа, прогресс у фиксера на выполнение его заданий, чтобы у тебя больше тачек дали. Mercenary Night City actually progressing, you know, when I'm actually like gaining the street cred and gaining the experience in the city, doing the gigs and whatnot, I'm gaining that standing, as you can see, basically that reputation with a certain fixer, and basically more jobs, more interesting jobs actually unlock as you progress. Ну и, they also have будет открываться больше, но это мы и так знаем. При прогрессе с фиксерами, в принципе. Yes, that's true. Да, это действительно стали информативные иконки карты. Try out. There are new rewards that we have added, a completely custom, pretty cool rewards that we have added for you to try out, basically, so that a fixer will basically contact you, and you know you will know what to do and how to get your reward from there. I guess we don't have to. Они улучшили взаимодействие с фиксерами, чтобы было более ясно, более понятно. So you are not overwhelmed with all icons at the same time. You can filter. Да, мини-карту маленько доработали. Yes, and the filters were visible at the left corner of the map just a moment ago. So you can like cycle through this and basically see the you know all the side content, all the you know activities coming. So the white icons basically. So let's say you know vendors. Вы можете кастомизировать фильтры на карте. Obviously. Yeah, you can custom them as я так понимаю. О, даже или нет? So или да, я не понял, но, по-моему, можно еще и поменять фильтры на мини-карте при этом. Неспроста мы домой идем, неспроста, я уверен. Maybe we should sum up a little bit. Yes, because we mentioned some of the changes that are coming with 1.5, the combat AI as well as crowd behavior and drivers AI is getting smarter. It's getting it has more diverse reactions to what V does. Перечислил то, что мы уже сделали. Driving model, don't forget about it. Of course, that's very important. То, что мы уже видели. But also now we have working knife. Я тоже сейчас очень надеюсь на Transmog. New playstyle to the game. We reworked a lot of perks and changed some stuff in the perk trees. I have to mention one more thing, that not only combat is rebalanced, but also economy in the game. Экономика игры была переделана, не только бой. Rewards are bigger, you get more cash. And prices are also rebalanced. So, for example, цены были перебалансированы и получение наград. 1.3. So it's easier to buy stuff. For example, you don't have to. Тебе проще теперь будет I can finally get that achievement then. Yeah, exactly. And while we talk about economy, I think Wilson has something for us because you know, look at his store. It's like all red-ish. It looks like sell. Looks like exactly. Wilson sale. Wilson is having a first sale. It seems that the inflation has hit him badly. So you can see here like a bunch of new decorations. Of course, you know we have like updated that bit. So what? Понять бы, на чем сейчас захват сделан. Well, first of all, let's just понимать, say that this is actually куда the смотреть. first DLC that we are introducing in 1.5 because clearly we are adding some new stuff, and the new stuff are. Новые пушки, ребята. So Один DLC это новые пушки. Гильотина. Stream and I already visited Wilson. I'm sorry. But I already bought like 2 new weapons. So it's the guillotine in Umbra. But they come in like different colors, different varieties, as you can see. Ну и вариации расцветки. But I think we can do a little magic. Skip time again. Hope for the restock. So basically, he has 2 new rifles with different appearances. We've got new scopes and новые прицелы, muzzle brakes that enhances ricochet bullets. Okay, so how does his shop work? Не понял because про like, рикошет, I see на самом that деле. After actually skipping this time and actually waiting a bit, it seems that his stock has changed, right? And we see this like new label, right, on those icons that basically communicate to the player that this is a new stock. Чтобы быть How понятнее. basically the store works? Как теперь работает? This DLC is enabled
at the beginning of the first act of the game, we have to meet Takemura at Tom Diners. Oh yeah, don't leave him hanging. Все сработает с первого акта игры. После пролога, короче. Not like in the memes. And after this scene, we are informed by Wilson by text message that he has sailed, and when we are approaching him for the first time, he got most of the items from DLC. Даты еще нет, но скоро скажут. And when we visit him later да, прицел для дробовика, но еще не точно, что он прям это стопудово сядет. Но для дробовика с рикошетом это, кстати, очень прикольная тема. So he has time to restock on the guns and on the new stuff. Yeah. Exactly. Oh, okay. Oh, so that's guillotine. Прикольно выглядит. Right? Гильотина. Yeah, okay. That's pretty sweet. Okay, but you know, like, очень любопытная пушка. Yeah, но она необычная. I think that you know our players can just like after getting the update, just have fun with it and just check out. We don't have to showcase everything because we like to leave some secrets. Oh yeah, definitely. Ага, то есть они типа оставили несколько секретов для того, чтобы их находили уже сами игроки. Randomize them, cheat the time, like skip the time, and then you will get all of the new colors, like collect them all, right? Yes. Соберите, типа, поскипайте время для того, чтобы собрать все цвета. Возможно, там какая-то прикольная пасхалочка будет. Mega block. I just wanted to mention something. Like we have also done like one of the bigger Подожди, там надо оплатить, which is actually option to reject holocalls. At the moment when anyone from actually side content in the game will call you, right now as a player you have an option to reject it. Before it was not possible, and in that case actually just given NPC will follow up with you with a custom text message. In case of actually bigger and more important NPCs, those will be more customized messages and so on. I will leave it for you to discover, but it was an important change for us to make. It is actually in settings that you can by default reject some of the calls, like the police commissioner or something. And CPD dispatcher, yes. Yeah, dispatcher. You can actually set it to mute it. Но больше коммуникации с NPC. Can I go home now? По крайней мере. Меня, блин, зацепило то, что теперь надо... Вот видите, Rent Paid, значочек. Мне кажется, его не было. Да. Надо платить, похоже, теперь, как в настолке, оплачивать. Так, давайте посмотрим, что есть нового. Важнее содержание. Скажите мне, это кастомизация, да? Not anymore. Basically, what we added is the ability to change your appearance mid-game. Мы меняем, все, парикмахерская, вот она. Дома. В зеркале мы меняем внешку, ребята. Is it just it, right? Like, is there anything more to it? Oh yeah, definitely. I mean, подожди, я не помню. Были ли? Скажите, есть ли новые прически, ребят? Кто за женскую Ви гоняет часто? Без модов? Новые, да, да, окей. Есть обновки. Okay, so just Всем Никола за мой счет, да-да-да, ребят. So this is one of the new ones, right? Like поднимем бокалы. One thing. Do we have red lipstick finally? Мы, говорит, добавили наконец-то красную губнушку? Да, мы добавили. Так, признавайтесь, кто за мужского Ви будет себе красную губнушку загонять? Or matte. Глянцевая или матовая даже, они учли, понимаете? That's what I'm talking about. Yeah, I think glossy is also my choice. Yeah, that's. And also we have so many new beautiful makeup options for your eyes. Oh, as you can see, Amelia is прикольно. Я думаю, то, что это пригодится. Еще если бы больше тату добавили бы. But you can also, like, if you decide to create the new character from the start, then it's also available in Character Creator at the beginning of the game. With an improved lighting, as we can see now, it's much more natural than it used to be. Yes, okay, for sure. Okay, прикольно. Родимые пятна. Oh, hearts on the cheeks, that's beautiful. Ну, отражение всегда как дерьмовое. Like a small touch, like more of like a narrative touch here. Basically, after changing it, you can see basically V looking at herself in the mirror. You know, just. Ну, блин, это круто. Я супер рад, ребята, это очень круто. Exactly. No, guys, we need you to show us your own like makeovers after you have the patch downloaded because we're curious what
I was talking to the viewers, but yeah, Philip, send. Red lipstick. Exactly. Let's jump on it. Okay, but it's so that was basically a second DLC as far as I'm aware. Right? Like, but that's not all, right? Like we also have the third one. The third one is right here. And the third one is a pretty big one. It's actually, you know, we've been talking about this makeover, and now we go to home makeovers. Yes, easy sets. Это кастомизация, да? Exactly. So we have added basically a new website in your computer on this apartment called Easy Estates. And here you have two different options, as I can see, for rent and renovations and makeovers. We're gonna go for makeovers first, because our V just got makeover, so I think. Блин, makeovers, я не знаю, как это переводится, ребят. Подскажите. One, to fit the theme and all that stuff, and we have 6 options. Ну это что-то вроде, я так понимаю, этих интерфейс, ну, интерьеров. I don't know. The pink flamingo one. The pink flamingo, okay. Flamingo City, sorry. Flamingo City. Я делал такой... So here basically after choosing a certain makeover, you can see basically a large picture, so that you as a player you can basically see, okay, does it feel, you know, does it work for me? Can I express my masculinity fully using this pink makeover? You know, so here you can do it. Okay, let's see it in the full glory. Okay, yeah, let's look at it. Ну, покупка, интерфейс этот, хата новая, да, он отдал сейчас, по-моему, 10 000. О, да. Let's talk after the stream. Restock after. Right, so as you can see, basically, like the whole apartment. У нас есть, хотя я не думаю, что она супер мощная, но кастомизация все-таки, да, неплохо. And you have, like, as we said, 6 styles, right? To pick 6 стилей. Cool. So whichever represents you best. Но это реально как то, что было в моде, который я показывал. But there's also more on the website, right? Еще что-нибудь на веб-сайтах? Давайте посмотрим. Что еще можно купить? Давай. Basically, this option was for the players who really loved like the base V's apartment in the mega block, and mega building, but there is more. So правильно понимаю, можно купить новые квартиры прям. For you to rent, and each of them is located in different place in Night City. So basically, whichever fits you best, whichever is good for your pocket, because as we can obviously see, the Corpo one in Corpo Plaza is 55k, so it's a lot more expensive than the other one in Japantown, for example. Но типа цена варьируется от того, насколько это более престижный район и более крутая квартира. 10k, and I cannot afford Corpo Plaza anymore. Oh, sorry. Okay, so when we were actually looking into the design Она арендовала. Вот почему теперь нужно платить за хату. For the player be able to express their own identity as V. So они сделали это для того, чтобы игрок мог лучше себя идентифицировать с V, выбирая себе то, что он хочет. Corporate life, or maybe when you play as street kid, maybe you would prefer the Japantown, and so on. I encourage you really to try out, different apartments and see, for what works best for you. Okay, but I already forgot where I have to go, so I'm gonna check. Yeah, so this is just one of the small quality of life welcome to home, это прям новые квесты на квартиры, прикольно. In the journal, you have now the apartments tab, you can go there, you see all of those apartments with actually nice flavored descriptions. You can basically track certain quests, это круто, круто. You don't have to use the website, though, to rent the apartment. You can actually do it at the place. You have a separate scene, that можно прийти на место и оплатить, я так понял. Again, just a small quality of life thing. We didn't want to force you, to run to the apartment. Интересно, основная хата теперь тоже оплачивается или как? By the website in this apartment, or you can just stumble если вдруг раздача обнова, хорошо. The city. Yes, and it's worth adding that we've got прикольно, мне очень нравится. Enabled. Такие, знаешь, сочненькие все-таки. After the beginning of the... это не дополнение, в принципе. Сочненькие DLC-шки. I think we have a question пушки пощупать, клево новые. Does Nibbles зеркало сам вообще просто вот. To the new apartment? No, actually, Nibbles doesn't. Nibbles does not follow you to the new apartment. Nibbles is really a key of your apartment in the... вами ходить в новые апартаменты, он будет сторожить основную башню, основную квартиру в мегабашне. Because this patch is actually packed with things that we won't talk about.
things that are not even included anywhere, and it's only for you to find. So we made sure that there's something for you to find. Ну, я думаю, скорее сдача, потому что покупка нефтги в Киберпанке, она не запланирована изначально согласно оригиналу настолки. I think one person and one QA knows what we did. So ребятки, пока они забираются, посмотрите, пожалуйста, вы воткнули лайк. Это очень важно для меня. Если вам нравится то, что я делаю, поставьте лайк под этим стримом. Right after the patch. And now, Miles will kill us all because we need just fast travel. Yeah, Sorry, I know, Miles, if you're watching. The time, you know, we have to. Офигенный, просто идеально двери открылись, и там вот этот вот плакат. But the next time we will be in Night City, we will definitely take a nice slow walk because. Ну они сейчас, в общем, такие типа, блин, заюзали быстрый переход, и это типа не круто. Всю атмосферу типа убили. So basically, you can now just walk slowly and admire Night City while doing that. You can flex in Night City. Так, доступ разрешен. Выглядит дерьмово, просто в каком-то сральнике. Какая-то залупистая дверь, просто. Интересно, с какого Xbox этот футаж? Но я думаю, с X, наверное. Yes, we ready. Drum roll. So let's go and let's see it. I'm gonna close my eyes. Just hit the. Она закрыла дверь и заходит. Japantown, Apartment Rented. Вы сняли хату в Japantown. Крутяк. Очень круто. You can move around and actually enjoy the place. So I think here we can also mention work that our team has been doing, actually preparing those apartments. Okay, so actually I can see that we have another. Поиграть на гитаре можно. And it's asking, do you need to pay rent for that or buy these apartments? And the answer is very simple. This is a one-time payment for the apartment. So you rent it, you pay it one time, and it's yours. So Corpo Plaza, you pay 55k once, and it's yours. This Japantown, it's a little bit cheaper, just 15k, and it's yours. So it's. Ага, то есть аренда считается все равно, ну, единственный платеж, то есть ты купил его, фактически. Это по лору аренда, а фактически покупка получается. For you, for the player, for pretty much role playing. So let's check some of them. Okay. Gonna do this. О, можно зажечь. Yes, so basically the interactions that you have in those different departments, those are small things, but they are all basically contributing to you as a player, to the feeling of really role-playing and being in a night city and really enjoying it. Добавили много всего для того, чтобы вы, как игрок, почувствовали себя в ролевой игре. It was, of course, a very гитару возьми. That's why, you know, when working new apartments, we actually added it. Ну, пожалуйста. We can also, let's play the guitar. Because actually the chat is demanding we play the guitar. Там, говорит, чат зарут, если мы сыграем на гитаре, и это правда, да. What song? Чипины на ХНДВ или... Ну, чипины. The best one? So the best one, okay, let's play Archangel. Я не взяли Archangel. Так, но ногти сквозь гитару ходят, я вижу. Here you can see the guitar design from 80s. Basically, it's a headless guitar. It's a. Ну ладно, фиг с ним, но зато смотрите, как по струнам свет расходится. I have to appreciate work from our animators and cinematic artists because I really like how they make. Я думаю, Ви умеет играть на гитаре теперь, потому что опыт складывается все-таки с оверхендом. Да ну и блин, и все-таки. Do you play the guitar? But what else we have in the apartment, right? Because it was cool, you know, to sit down and chill and whatnot. But I think there is more. Студию. So while we are showing something more, we have another question whether you can. Так, металлисты плюсанули в чат быстренько, давайте. Yes, if you're very fucking filthy rich. По поводу соседей пока непонятно, не знаю. На лифте поднялись, и там просто дверь, вот она убитая дверь вообще была. Just need enough edits to do that. Yeah, вот что-то можно включить. Talking about those interactions that we have added, there's actually more things that we've done, right? Because some of those actually give you buffs.
Yeah, but maybe let's talk about that one first. I think someone was asking about it. We have the stash right there on the right. Stash? No? Yes, we do. Yeah, sure, we can also really quickly talk about the stash. So basically apartments come in with the stashes, and here we have basically introduced another quality of life improvement that all the stashes in all the apartments are actually shared. So now as a player, basically whichever apartment you have, wherever weapon you will place, you can actually place it there, and they all actually show up on the wall. We paid attention to that because we thought it's important. A lot of players really love to collect all those guns on the walls, so here you can do it. Тем, кто рублем поддерживаете, лайком, подпиской, просто добрым словом. In players' vehicles. So this is the whole. За вас, друзья. So it's all together. Okay, now we can go to sleep and showcase you that Про сюжетку some of пока the не было. activities in the apartment actually. Я не понял, там про бафы говорили. Вот что он имел в виду? For example, sleeping. Что это баф, это в смысле ванная, или баф в смысле бафы усиления? Exactly. There's and there's a bunch more actually that we will just leave the players to discover. But talking about sleeping, right? I need to tell you about something. So we know that you guys are really да, это бафы, это усиление опыта в XP от того, что он поспал. Она. So we looked back in our romances into our 4 romance partners. Неужто они сделают систему фармацевтики? Changes and improvements there, and one of the things that you can do right now is throughout the development of the relationships with those characters, you can actually message them way more often throughout the whole development of that romances, and it's done differently for each character. Нормально. Это только на этой хате, потому что она новая. На старой так и будет поперек лежать. Of a certain character, there's a bunch of new things to discover there, which I won't talk about. I'm sure that someone will eventually find it and encourage you to talk to your partners. But as you know, when you become a partner with someone, that place of that person's place becomes a safe house, and that safe house has actually got some improvements. Okay, so what happened there, or we don't want to spoil that? Maybe I don't want to spoil it, but one thing we can mention, the option to when you are going to sleep. If you're a partner with someone, let's say Judy, there is a chance, I won't spoil how it's done exactly, but there's a chance that you will wake up next to your beloved person. And then there's more. Вы теперь можете проснуться с вашим партнером. Это имеется в виду не товарищи, значит, а типа ваша, именно ваша вторая половинка. Типа если вы спите у Джуди, есть шанс, что вы проснетесь с ней. Basically make you feel really that you're closer to that characters. And also they give you like a proper sort of a continuation to that romance story arc. And I know that a lot of you requested that. So. I mean, and it's just in time for Valentine's Day, which was yesterday, so, exactly. Perfect timing. Okay, guys. Мы, говорит, вовремя выкатили, потому что только что был день Святого Валентина. I drank all my whiskey, so I'm just gonna, you know. Плюсиков в чате не вижу. Очень мало, очень мало. Что, так мало металлистов? Серьезно? One of the ну, ё-моё. Ну ладно, нас мало, но мы в тельняшках, ребята. Which means V is actually taking her clothes off in the shower, right? Yeah, exactly. Yeah. So, like, that's the thing. Like, I remember I went to Reddit at one point, and I was shocked to discover that you guys shower undressed, right? Like that was not really. Типа они показали, что она теперь персонаж раздевается во время того, как принимает душ, что теперь не моется в одежде. Вот, пошли плюсики. Это намного круче, чем на сливах, согласен, ребята. Только ногти у нее уходят в стену. Ну ладно, это... Зато смотрите, какая туалетная бумага там, господи. Видно, что помятая прям. Yeah, exactly. We can see the buff. And also, I think Amelia just passed next to the mirror. Помылась, еще и вон реген баф получила от этого. То есть они добавляют больше ролевых элементов. То есть смотри, там Джонни сейчас будет в зеркале. Точняк, я знал. As a player, you also have the mirrors in all of the apartments where you can actually access the option to mod your own appearance. Yeah. So right now, actually, Johnny messed it up a little bit for us. Yeah, Johnny says no. But in general, all of the apartments have the mirrors where you can customize your character mid-game. Везде можно закастомайзить персонажа в середине игры. A long-time memory slowly leaking to your short-term memory, and your personalities are merging and whatnot.
whatnot, he basically starts appearing. Я просто обратил внимание, я не докапываюсь, so ребята. that's of course intentional. Серьезно. That's not a Тут bug. столько приколов уже показали. Sometimes people claim за that was of course меньше чем за час, что у меня уже стол почти вот так вот балансирует. And you could see that Amelia was actually able to get into the modding of the face again. Вот, в общем, что я имел в виду, то что. Okay, but speaking of Johnny, we actually went through like 3 different DLCs, which are the new guns for V, the Пока new что 3 DLC они apartments показали. for V, the new customizations to this look. Yeah. Ну, просто перечислила, что за DLC, я не буду But we also повторять. added a DLC for Johnny. И они добавили DLC для Джонни. Yes, we did. Да, они это so сделали. basically, we added a few new photo mode poses for him. So now, whenever you are in the Новые фотопозы для Джонни. in his memories, when you are playing as Johnny, you can take opportunity and take some nice pictures with Johnny. Кстати, я тоже обращал внимание, что их там 2 или 3 было всего. We know that the how to call it, the virtual photography scene for Cyberpunk is really huge. Это тоже будет. We actually follow it kind of closely. Like I personally love watching fans' creations and what you guys can do and stuff. So now you can actually do it with Johnny as well. You don't have to mod everything, basically. You can do it with him here. Yeah, so those new poses will be available in the flashback quest, like I mentioned, where you are actually playing as Johnny. And come on, guys, show us what you got. We're really curious what you can create. Ну, они предлагают то, что, ребята, мы знаем, что вы дофига креативные, поэтому показывайте, что у вас будет получаться теперь с Джонни. I don't know. I think we were talking for a very long time about those things, and this is not even everything that is going in the patch 1.5. No, it's just a bunch of the most important changes or changes that we wanted to show. Like the list is much longer, actually. Okay, yeah. Okay. So let's maybe sum up. So we had a few DLCs coming your way. We have some extra improvements, and pretty much now we can also see what platform. Так, ребят, вот вы можете посмотреть, что у нас теперь есть. So the DLCs are available for all platforms. Most of the bug fixes, improvements, rebalances, stuff like that, also available on all possible platforms. There are a couple of things that won't be going to the last gen platforms because of the memory issues mostly. DualSense Controller Futures. But in general, most of you will Посмотрим, get как это играется. And here is a nice list of all как of я that. И говорил, то, что на консолях предыдущих поколений, скорее всего, не будет никаких приколов на улучшение города, толпы и так далее. Big boy. Chunky boy, yeah. So once the patch is live, most platforms will just get an automatic update, and you will be able to update the game and just start playing it on the new patch. Series S не будет. There is one exception though, which is a PlayStation 5, because the PS4 version that you are now playing on your PS5 with backwards compatibility is actually a different version of the game than the PS5 version, which is next gen improved. So you're gonna have to go to your library and download the PS5 version manually. И не врали. Кстати говоря, ребята, новое лого. Я что-то уже у меня глаз замылился, но это новое лого. Exactly, and you can move only one, right? Like Philip from what I... Yeah. Ну, на компе все круто. Все круто, но на компе не будет DualSense работать. Ну, короче, PlayStation 5 сейчас фактически, это, наверное, лучший вариант. DualSense's haptic feedback and adaptive triggers. And you can try them when you are driving cars. Сейчас, если они скажут, что оно сейчас уже там качается, обновляется, мы закончим стрим, и я сегодня... Блин, мне на работу рано вставать. Буду завтра на кофейке, походу, сидеть, если обновят сегодня. Personally. I implemented the joy toys. Like so. Hey. Ну интересно. Like the main QA for this part, right? То есть все самое крутое есть и на PlayStation 4, и на Xbox One, на предыдущем поколении. Есть все, кроме того, что жрет ресурсы. This is how it's called. But speaking about DualSense, there's more, right? Because there's also a speaker. Yeah. Так, ну еще есть микрофон в DualSense. In the gamepad on PS5. So basically anything that is happening in this head, like getting phone calls, getting text, stuff like that, it will be, the sound will be coming out of the controller speaker, so it's like
closer to you. Опять факап. Ну, простите, ребят, не успеваю. Сам под впечатлением прям... Okay, so what now? Короче, когда что-то будет происходить в голове Ви, это будет еще на динамик выдавать. Да, триггеры на PlayStation 5, все правильно. Уже лого поменяли, ну все, значит. FPS, о, ребята, 4К 60 FPS на PlayStation 5 и Ray Tracing 30 FPS 4К. Локальные тени, SSR качество Medium Half, отлично. Ну, почти то же самое. Ребят, с Xbox Series S, сорян. Сами видите, 30 FPS и квадро HD. У всех, у кого флагманские консоли, я вас поздравляю, мы в шоколаде. Ну а пока боярам у вас и так все уже было, все зависит от того, есть ли у вас необходимый формат ПК. Ну, а для ПК бояр добавили бенчмарк, который позволит поднастроить все поприятнее. Костя Хандозер, привет, Хардозер. Слушай, я не успеваю разорваться, просто на самом деле. Парикмахерская в зеркале, 2 новых пушки, прицелы, глушаки новые, переработка талантов. Многих. Изменение квартиры, покупка новых квартир, новые фотопозы для Джонни, переработка толпы, переработка вождения. Пока вроде все. Может, что-то забыл. Ребят, поправьте, если что-то забыл. В Гоге пока тихо. Exactly, and I think that's the key лучше, чем ничего. Согласен. Make the game work best. But Amelia, so that benchmark is available for both. Yes, for уже в GOG люди пишут, да. Out there. Exactly. Yeah, and, about technical stuff, one thing more. We support AMD Fidelity FX Super Resolution now. Yes. Finally, I've got so many questions. Отлично. All the time about this, and I couldn't say anything because I knew that we are working on it. And I wanted to tell you, but I couldn't. But now I can. Я просто не вникал сильно. По железкам, ребят, не скажу. Okay, guys, I think we are almost there. We talked about all the changes, all the DLCs, the next-gen features, how to download the patch even. But the question remaining is when to download the patch. Когда? Вопрос самый главный. So let us... I think we can watch it. Время, ребят, когда? Let's watch it then. Night City? Man, I fucking love it. I was born here, I live here, and downright refuse to die anywhere else. What the? 170 people were killed in a cyber psycho attack shocks Restrim. Футажи с Xbox Series X и PlayStation 5. Listen, kid. If there's one thing I can tell you about this city, you either love it. Это новая загрузочная заставка? No middle ground. Coming here is a crash course in the survival of the fittest, the greediest, the most vile, and most corrupted gonks. See this badge? That means I can do whatever the fuck I want. But behind the blinding lights and all of the rot, you might just discover a beauty that can only be found here. Night City is full of love, friendships, and family ties that run deeper than any cyberware eddies can buy. Zapper dumples and filth. In some ways, Night City never changes. Как это выглядит? Ну, это трейлер просто, походу, новый под Next Gen. Это бомба. The city's promise.
Not everyone's buying it. But if you want to know for sure, you just need to try it for yourself. Ну, когда? Доступно! Доступно! Все обновляться, ребята! Yep. There are no mistakes there. Yeah, exactly. Я всех поздравляю, друзья мои. The patch, the next gen update, patch 1.5, with all of this cool stuff that we've been talking about since 4 p.m. is now available. Я всех поздравляю. Мои поздравления, ребята. Это произошло. Just go and download it and check it yourself. Go! Ребята, я думаю, самое время. As you can see, we also release a free trial for all next-gen platforms, so PlayStation 5, Series, сегодня будет горячая ночка. So, if you still don't have the game, now is your chance to actually, Ребят, у кого нету игры, и вы хотите пощупать ее как free trial для консолей нового поколения. Пошла обнова, ребята пишут. Ну да, надо 4 минуты назад должна была запуститься как раз ровно. Они все сотаймили. Try the trial and then decide, okay, I liked it, I want to buy the game. You can actually transfer your save to the full game, so the 5 hours, they won't be wasted, you don't lose anything. It's Если вы поиграли в демку, в you смысле. can continue playing on the same save. Yes, yeah, it's from like I know that like some of our players will probably prove us that, you know, you can even finish the game. О, спасибо за поддержку. But I mean, you know, that's fair. If you guys can do it, just go for it. Really, like, check it out yourself. Я не успел увидеть, кто это. Love it or burn it, really, like. Спасибо, спасибо большое. You know, Большое what спасибо. Cyberpunk is. Yes, totally. But like from like technical point of view as well, what's worth mentioning, the trial will be available for you for 30 days. Like we mentioned, 5 hours, and it's gonna be available for free. As the patch is also free for you. Yes, right now. So this is everything basically. If you want to go and download the game right now, the patch 1.5. Ребята, идем обновляться, идем обновляться, друзья. Ой, раз, студия, ты пропустил кучу всего, не только баги, много всего нового. Next Gen вышел. Середина февраля, ребят, как и было в сливе, обалдеть, обалдеть. Yeah, but secret puzzles changes you have to find by yourself. You have to find yourself. Yes. Ребят, самое время поставить лайков, друзья мои. During this stream, we have mostly focused on like improvements and add-ons and like new stuff or things that you guys have requested or like some bigger bugs, let's say. But there was actually a ton of bug fix that lots of departments have been working on for past months. And that is nowhere to be found on the patch notes. You won't find it there. You will actually only experience it in the game. We didn't want to like stuff the patch notes with like thousands of entries because that was pointless. We only focused on the most important things for you. So really the only way to experience that is to get the free trial or really boot the game and check it out. Check it out. Yeah. So I think our job here как минимум пощупать толпу. Нет, смысл определенно есть. Больше ролевой составляющей. Ребят, это круто, это круто. I hope we'll see each other in Night City. Bye-bye. Bye. Ох, как я им благодарен. Я также очень благодарен вам за то, что пришли, ребята. Время обновляться. Все круто. Давайте. Я расскажу вам, как чувствуется новая версия. Уже совсем скоро. Сам пощупаю ее сейчас. Я также расскажу вам, что нового было. Поэтому не забывайте подписываться, поддерживать канал лайками. И да, чубы, я всех вас люблю. Увидимся скоро.